Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Как вы видите, на заднем фоне у меня елочка. Я уже в Польше. Мы недавно ходили, покупали елку, искали очень долго, потому что у католиков Рождество намного раньше, чем у нас, и практически все елки распродали. Но то не страшно, мы елку себе нашли. И хотела немножечко рассказать о том, как же прошел мой отпуск в Украине. Я хочу сказать, что я вообще собиралась снимать влог, но у меня было очень мало времени. Очень много чего произошло за это время. Месяц пролетел очень быстро, я даже не успела оглянуться, и через пару дней уже Новый год. В Украину я ездила в первую очередь, чтобы встретиться с близкими, с подругами. Даже этот раз получилось встретиться с подругой, с которой мы не виделись очень долгое время. Мы с ней дружим с самого детства, и когда закончили 9 класс, она ушла учиться дальше, я осталась в 10-11, и в итоге мы с ней просто перестали общаться. Поэтому в этом году мы с ней встретились, посидели, поговорили, я еще небольшой подарочек вручила. Ездила к двоюродной сестре в гости, она приготовила такую небольшую коробочку, там был такой мини-тортик, было очень приятно, такое милашество. И вообще эта поездка была такая, знаете, более душевная, не сильно напряжная. То есть я приехала, отдохнула. И когда я вернулась в Польшу, я даже первые дни на работе, я даже не понимала, что я на работе. Я настолько отдохнула, что я даже не устаю сейчас на работе. И мозг отдохнул, и тело, и просто у меня такое настроение сейчас только работать, и снимать для вас влоги или какие-то интересные видео. Напишите обязательно в комментариях, как вы проводите свои праздники, Рождество, Николая, Новый год, какие у вас планы. Также я была в разных новых заведениях, были в спа, и еще подруга мне подарила картину, которую жаль, что я ее не закончила. Но в следующий раз, я думаю, я приеду, я ее обязательно дорисую. Я, наверное, не первая, кто этим будет заниматься. Это картина, которую рисуют по цифрам. Вы находите определенную циферку, находите определенный цвет краски и зарисовываете площадь. Мы выбрали все-таки Венецию, где я недавно была. В этом наборе также есть краски, кисточки и даже, если я не ошибаюсь, где-то был здесь гвоздик. Поэтому я не буду терять времени, сейчас с вами пообщаюсь и начну ее разрисовывать и оставлю здесь, потому что в Польшу же я ее не могу забрать. Ну а теперь по порядку. Во-первых, мне нужно было пройти несколько врачей, так как я в Польше не особо хочу здесь проходить врачей, я здесь хожу, я уже рассказывала об этом вам в одном из своих роликов, я здесь, наверное, сверху где-то оставлю вам, чтобы вы посмотрели. И в основном я, когда приезжаю домой, я сдаю анализы, хожу на обследование, делаю флюорографию, то есть то, что нужно делать каждых полгода или один раз в год. Единственное, что в Польше я нашла хорошего стоматолога, и в Украине я уже к стоматологу не хожу. Также в Украине немножечко подстригла свои волосы и сделала небольшой рождественский маникюр. Мы сходили с девочками в спа. Спа называется Софа. Итак, ребята, я уже в спа. Мне дали мужской шкафчик, потому что женские все заняты. Ну, ничего страшного. Все уже переоделись, меня опустили, и сейчас я переодеваюсь. И хочу еще вам сказать, что даже в мужском есть фен. Также здесь, кроме шкафчиков, есть душевая кабина, где вы должны ополоснуться перед тем, как пойти в спа. Ну, а я пойду отдыхать, и мы с вами уже увидимся чуть-чуть позже. Вот эта вот классная штука, я, если честно, не знаю, как она называется. Здесь вот в первом бассейне здесь теплая вода, а во втором холодная. Вы залазите, ходите так по кругу, и чуть-чуть позже вас начинают щипать пальцы. Очень прикольная штука.
Я не могу сказать, что прям вау, супер, но и не могу сказать, что плохо. Отношение к клиентам хорошее, чисто, красиво, все супер. Покупали абонемент в Черную пятницу, поэтому у нас вышло очень дешево, 400 гривен за 4 часа. Хамам, римская баня, сауна, джакузи, бассейн. Также была еще соляная комната, но мне не хватало массажа, но я думаю, для первого раза для меня лично подойдет. Поэтому отдохнули мы хорошо, я не жалуюсь, все было супер, все было классно. И даже вам рекомендую, чтобы вы посетили это спа. А сейчас я хочу с вами поделиться интересным рецептом печенья. Итак, для приготовления печенья нам понадобится мука, 2 яйца, также маргарин, смалец, мед, сахар, разрыхлитель. Также, если у вас есть вот такая вот приправа. В составе этой приправы есть и корица, и имбирь, мускатный орех. То есть все, что нужно для новогодних печенюшек. Далее маслянка. Я не знаю, есть ли в вашей стране маслянка. Если нету, то замените обычным кефиром. И еще нам понадобится какао, чтобы печенье приобрело нужный цвет. Если у вас нету какао, можете взять кэроп, как я. Кэроп — это заменитель какао, более натуральный. И первое, с чего мы начнем, это наливаем 1 стакан маслянки. Я буду использовать весы. И сюда же добавляем 200 грамм сахара. Теперь эту смесь мы ставим на огонь и варим приблизительно 30 минут. Далее нам понадобится 125 грамм маргарина и 2 столовых ложки меда. И отправляем в микроволновку. Сюда мы добавляем 1 столовую ложку смальца. Я буду использовать вот такой. Если у вас есть домашний, можете воспользоваться домашним. Вбиваем 2 яйца. Пока наш сироп варится, мы смешаем с вами сухие ингредиенты. Для начала мы с вами добавим приправу. Если в вашей стране не продается такая приправа, вы можете отдельно добавить имбирь, корицу, также гвоздику, мускатный орех, кардамон, немножечко черного перца. И в принципе получится то же самое. Я буду высыпать целую пачку. Здесь у меня 20 грамм. Далее мы добавляем разрыхлитель 2 чайные ложки, 1,5 столовых ложки какао. И на эту всю смесь нам нужно полкилограмма муки. Перемешиваем все сухие ингредиенты. И далее мы добавляем наш маргарин со смальцем и медом. И добавляем нашу маслянку, которая уже практически приготовилась. И еще раз повторюсь, то, что мы его оставляем в холодильнике на 1 день. И завтра вернемся и будем выпекать. А на завтра нам понадобится присыпка. Я вот купила вот такие вот палочки разноцветные. Там, конечно, были разные, и снежинки, и много чего интересного. Дальше сахар или сахарная пудра и формы для печенья. Если у вас есть такие формы, как у меня, обязательно воспользуйтесь ими. Очень симпатичные печенюшки получатся. Ну а если нет, то вы можете просто вырезать квадратики или кружочки. Ребята, всем привет! У нас уже следующий день, мы сейчас направляемся на каток. Если честно, то я очень рада погоде. Последних несколько дней вообще у нас минусовая температура. И еще выпал небольшой снежок. Очень круто. На каток, конечно, я очень хочу. Хотя, что самое интересное, кататься на коньках я не умею. Но я буду стараться. В прошлом году мы на Рождество ездили в Варшаву. Я несколько раз упала, и мне хватило всего лишь полчаса покататься и понять, что это не мое. Но в этом году все-таки я хочу попробовать еще раз и все же научиться кататься на коньках. И мы направляемся в соседний город, ехать 40 минут. В нашем городе нету катка, к сожалению, но ничего страшного. Пока я иду на ЖД вокзал, хочу с вами еще поделиться информацией, то что моя страница в Instagram заблокирована, поэтому под этим видео будет новая ссылка. Те, кто были подписаны на мой Instagram, обязательно подписывайтесь на новую страницу. Я буду рада каждому новому подписчику. Итак, мы уже на месте, сейчас перейдем дорогу и будем узнавать, что почем.
Давай, пробуй, пробуй, у тебя хорошо получается. Анна. Ножки, если честно, очень болят, но немножечко я научилась кататься. Это второй раз, наверное, за всю мою жизнь, когда я на профессиональном катке. Я несколько раз ходила дома на каток, но у меня ничего не получалось. В этот раз я решила себе поставить цель на 2022 год научиться кататься на коньках. И я буду стараться и надеюсь, у меня все получится. Зашли погреться и взяли чайку у меня с клюквой и имбирем, у Славика с малиной и что у тебя там, гвоздика, да? И взяли небольшие 2 пироженка попробовать с алкоголем, который нас, наверное, согреет. А теперь расскажу немножечко по поводу перелета, так как многие интересовались, сидела я карантин или нет. Во-первых, у меня вакцинация и карантин у меня отменен, но Польша внесла некоторые изменения, и при въезде в страну вы должны еще сдать тест. Если у вас есть вакцинация, полная вакцинация, если у вас есть негативный тест, вы освобождаетесь от карантина. Если у вас есть только тест, вакцинации нету, то вы все же сидите на карантине. По прилету я съездила, забрала свою новую карту побыта. Я уже подавалась второй раз, поэтому для меня это было не новое, то, что пришлось чуть-чуть больше ждать года. Первую карту я ждала 10 месяцев, а вторую карту я ждала год и 2 месяца. Тесто уже постояло сутки, поэтому я сейчас буду его раскатывать и отправлять в духовку. Выпекаем при 180 градусах всего лишь 6 минут. Тесто вы должны раскатывать не сильно тоненькое и не сильно толстое, потому что оно все равно у вас поднимется. Вот моя первая партия, сейчас буду отправлять в духовку. Вот такое вот печенье у меня получилось, и я вам скажу, что чем тоньше раскатывать, тем лучше, потому что я попробовала раскатать не очень тоненько, и оно очень сильно поднялось. А вот это вот я раскатывала тонким слоем, и получилось, видите, приблизительно полсантиметра. То есть чем тоньше, тем лучше. А сейчас нужно будет взбить в блендере белок с яйца и сахарную пудру. И вот такая вот красота у меня получилась. Обязательно берите рецепт на заметку и пробуйте также готовить такие печенюшки. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел этот влог до конца. Обязательно ставьте пальчик вверх. Ну а мы быстренько бежим в торговый центр, потому что очень сильно замерзли. Тут проходили мост, красота просто. Я немножечко поснимала для вас. Спасибо всем еще раз за просмотр.